Абсолютно случайно. Мой подписчик Александр Грин, я надеюсь, не Green Paper, короче, написал мне Александр на почту и предложил снять сборку модульного мини-компьютера. Причем это не тот компьютер, знаете, что просто берем мини-корпус и материнку в мини-формате. Нет, таких мини-сборок я видел множество и сам тоже собирал подобные компьютеры. Напротив, в нашем случае у нас будет полностью модульные комплектующие, и собрать такой компьютер можно будет только в специальном корпусе. И насколько я знаю, таких корпусов примерно 3-4 штуки на весь мир от различных компаний. Ключевое, что нам нужно, то есть людям, это купить этот сам модуль с процессором плюс SSD поставить и оперативу внутрь этого модуля. И потом уже этот модуль нужно вставить в корпус специальный. И далее уже следом, конечно же, ставим видеокарту. В общем, в этом видео все это обсудим и протестируем. Но что еще интересно, к этому компьютеру подписчик Александр также прислал желтую коробочку. И в ней были всякие там кабеля, плюс 32 оператива, внимание, DDR4 и еще ноутбучные 16 и 8 оперативы. Ну, как бы я спросил, а что это? И мне Александр ответил, что это мне презент. И он решил подарить мне эти комплектующие. Я, честно вам признаюсь, просто впервые сталкиваюсь с такими презентами в виде железок. И мне вообще-то как бы, непривычно. Это приятно, конечно, я не спорю, но как-то честно, неудобно. И вообще непонятно, за что мне такие подарочки. Поэтому я решил в ответ тоже подарить подписчику игровые наушники вкладыши HyperX. Я покупал их недавно, вроде бы за 3000, то есть они мне не подошли под мои кривые уши, и поэтому, чтобы все было взаимно, я передам их Александру обратно вместе с компьютером. Мы еще обязательно вернемся к этой теме, а сейчас, друзья, немножко полезной информации для вас, то есть для зрителей. Друзья, как вы знаете, я очень люблю возиться со свежей техникой. Мне всегда интересно посмотреть, чего там нового придумали крупные компании, что продать свои товары. Вот, к примеру, не так давно в продажу поступил Samsung Galaxy S23, как всегда в трех версиях: обычный, плюс и ультра. И казалось бы, это обычный минорный апгрейд, но хитрые корейцы и тут смогли припасти что-то интересное помимо эталонной камеры. К примеру, корпус состоит из переработанных материалов, что весьма экологично, а самый мощный Snapdragon явно зайдет мобильным геймерам. Да-да, вы сможете гонять ваших анимешных девочек в 60 FPS. И что круто, купить Samsung Galaxy S23 можно и в России, да еще и с выгодой. На Яндекс.Маркете действует повышенный кэшбэк баллами плюса при покупке любой из трех моделей, а сами баллы вы сможете потом потратить на заказы в сервисах Яндекса, например, сбив цену на следующую покупку. Я вот думаю взять погонять ультрамодель, хочу посмотреть, ради чего отказались от серии Note. В общем, если вы задумали обновиться, то переходите по ссылке в описании и покупайте новый Samsung Galaxy S23 с выгодой на Яндекс.Маркете. Всем удачи, но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, начнем с того, что ко мне ПК приехал без видеокарты, внимание, причем влезет сюда видяха только размером не больше 20 сантиметров, желательно, так скажем честно, 18 сантиметров, чтобы не сильно прям в притирочку. И в моем случае в сборке будет RTX 3050 Storm X от Polit. Я специально взял на время именно эту одновентиляторную версию, чтобы, скажем так, без проблем она влезла. Но сейчас я не про видеокарту, а сперва давайте обсудим центральный процессор и вообще самый важный компонент в этой сборке. Итак, первый модуль в этом видео, то есть в нашей сборке, идет у меня с процессором i9 9980HK с разблокированным множителем на 8 ядер 16 потоков. Это не самый, то есть новый процессор, если честно, быть точнее из 2019, но все еще весьма бодрый, заряженный даже в 2023. Стоит такая плата, точнее модуль, судя по ценам на Авито, новый примерно 27 тысяч рублей, что примерно $400. Внутри модуля у нас находится под вентилятором, значит, печатная плата, и по сути это и есть материнская плата с разъемами под оперативную ноутбучную память. Я, кстати, поставил 32 оперативы на частоте 3200, и также здесь имеется два слота под SSD в формате M2, и в моем случае я поставил NVMe SSD на 512. То есть, если объяснить более понятным языком, то перед нами, друзья, ноутбучное мощное железо, которое, внимание, вместили в отдельную съемную плату, и эту плату нужно поставить в разъем PCI-Express, специальный корпус, созданный именно для интеловских модульных Extreme New компьютеров, или как там правильно, я уже не помню. Эти модули бывают разных версий, существуют с процессором i5, с i7, с i9, есть даже на последних версиях там процы 12-13 поколения, у них очень разные форм-факторы, разная начинка, и стоят они все очень по-разному. Итак, после установки модуля с процессором нам нужно установить видеокарту, и делать
делается это точно так же, как и в первом случае. Очень аккуратно ставим и в конце, значит, замыкаем сверху коннектор на видеокарте. Все. Вот такое, по сути, и будет у нас железо внутри. Я бы точно не сказал, что оно прям, знаете, слабое или там несовременное, что-то вроде этого. Нет, это, по сути, нормальный такой себе, знаете, среднебюджетный компьютер за 70-80 тысяч. Тут стоит серьезный 8-ядерный 16-поточный прост, то есть проц с турбобустом до 4.8, имеется также 32 оперативы в двухканале на частоте, и еще у нас имеется SSD на 512. Блок питания у нас тоже платиновый на 500 Вт и видяха в конце RTX 3050. Это идеальная среднебюджетная сборка, но в очень маленьком формате. Примерная цена за такой комплект, если посчитать первый модуль с процом, там стоит примерно 27 тысяч. Далее сюда накидываем оперативы, SSD, там еще плюс десятка, еще плюс корпус с блоком питания 1000 так за 15, это уже 50 тысяч, плюс видяха примерно 28-30 стоит. И выходит такая сборка, в среднем, я думаю, 82 тысячи рублей. Это если собирать ее по частям. Бесплатная альфа. Черный ящик размером с блок питания. И на этом ящике, по идее, можно запускать игры с трассировкой. Сперва я установил, конечно же, все дрова, настроил, то есть скачал софт по разгону процессора, ведь внутри, напомню, стоит проц с разблокированным множителем, и можно по-всякому там накидывать ему частоты вплоть до 5000 по всем ядрам. Но мне что-то кажется, это чисто для успокоения души, а по сути толк будет минимальный. Окей, ладно, давайте сперва протестируем как есть, и потом уже разберемся, что будем делать дальше. В общем, закинем сначала Rainbow 6 на ультра в 2К, и мне думается, что сетевые шутаны без проблем потянет 3050 и проц i9, так что можно даже ставить 2К или там QHD без проблем. Что ж, как видим, действительно железо тянет все на ультра, и даже в 2К у нас на среднем, то есть в среднем 140-150 кадров, и температура железа, что на видеокарте, что на процессоре, порядка 70. Это очень неплохо с учетом того, что видяха греется до 70 и свое тепло передает процессору прям вплотную, так что 70 градусов это очень даже достойно. Частота процессора при этом стабильная 4200 по всем ядрам, нет скачков, и видяха трудится, судя по всему, тоже почти на полную, 95%. Можно сказать, что сетевые шутаны или там танки с дотой, все это им подобное, это вообще не задача для этой маленькой коробочки. Окей, друзья, идем далее. Теперь у нас на очереди будет Ведьмак 3 с трассировкой лучей и на высоких Full HD с включенным DLSS в режиме производительности. Я понимаю, хотелось бы, конечно, я не спорю, 2К на ультра, но все же это 3050 не совсем та видеокарта для ультра настроек. Для нее прямо идеально это высокие с трассировкой, и Ведьмак 3 я бы не сказал, что прям удачно идет даже на высоких Full HD. Все же здесь ломаные 38-40 FPS, это не очень комфортный фреймрейт, и тут, конечно, 3050 явно не вытаскивает стабильные заветные 40-50 кадров. И только если выключить трассировку, то, конечно, сразу получаем 70-80. Не знаю, Ведьмак все еще очень сильно жесткий именно с лучами, и ему явно не хватает 3050. И дело тут даже не в процессоре. Я проверял поднятие, то есть я поднял частоты на процессоре до 4800-5000 по некоторым ядрам, и все равно мы получаем прибавку там, в среднем плюс 3, возможно 4 FPS по нижнему значению. То есть, да, можно получить, конечно, 40 стабильных FPS и даже там 50, сделав предельный разгон процессора, но для этого мне пришлось сделать разгон процессора, и температура заметно выросла. И вместо 70 на процессоре мы получаем 85-90, что не очень приятно, а при этом прирост получаем всего лишь, 3-4%. Так что не имеет абсолютно никакого смысла в этом разгоне. Вообще это все просто не об этом. Лучше ставить вместо 3050 Ti карту уровня, скажем, 3060 Ti, и будут вам наконец-то стабильные 60 кадров без проблем.
Окей, друзья, ну что ж, в конце давайте еще запустим Киберпанк и будем уже на этом заканчивать. Итак, высокие настройки с лучами и DLSS производительности дают нам примерно 45-55 FPS. И это приятная новость. Все же 45-50 уже не кривые 38, что были в Ведьмаке, так что вполне достойно работает Киберпанк. Единственное, что не радует меня, так это вот температура на процессоре. Выросла она при этом из-за того, что открытый мир Киберпанка, он сильно юзает все ядра, и значит они трудятся на полную, и получаем при этом, значит, сразу уже не 70 градусов, а 80-82 с копейками, может даже 85. Да, это все еще не критичные 90 там плюс, но это все-таки не 70, так что имеем, что имеем. Просто будем честны, у нас, заметно мощнее процессор, чем в большинстве ноутбуков, и такие температуры это все равно, то есть плюсик для этой всей машины. Самое важное, что процессора хватает для 3050, она трудится на полную мощность, и даже, я думаю, можно поставить сюда 3060 Ti, и тоже она будет нормально смотреться с этим процессором i9 9980HK. Вот так вот. Итак, друзья, в конце, наверное, стоит сделать небольшие выводы. Хотя какие там выводы можно сделать, я честно не знаю. Я скажу сразу, что покупают такие мини-модульные компьютеры люди, которым важна мобильность, чтобы, скажем, там таскать с собой свой домашний ПК там с работы домой и обратно с дома на работу. Также такой компьютер может понравиться любителям экономии места на рабочем столе и вообще всем, кому скучно от обычных больших ящиков у вас под столом. Короче, это очень интересно штука, и я бы даже, возможно, пользовался таким в реальной жизни, будь у меня лишние денежки. Это все тот же большой компьютер, но довольно маленький. Еще раз спасибо подписчику Александру по фамилии Грин. Я ж надеюсь, это все-таки не Green Paper, хотя зовут все-таки парня Владимир. Короче, неважно. Все это было очень интересно, и также, надеюсь, вам было тоже интересно. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или там дизлайки, ваше право. Увидимся с вами уже очень скоро. Не болейте. Всем удачи и до встречи. Пока-пока.